Следующая тема, ребята, кризис идей. Так, всем привет. Мы едем грузиться рыбкой. Она уже готова. И нам сейчас надо ее забрать. Пауза у нас еще одна, 42 часа получилась. Вот. Погнали за рыбкой. Камеру бы как-нибудь в руках подержу. Так, первое, что нам надо, это закрыть дверку заднюю, боковую точнее. Ой, я чувствую, еще с этими стенками поперечными намучаемся. Потому что их всегда проблематично ставить. Так, и АДР ботинки обязательно. При любой погрузке-выгрузке будьте любезны надеть АДР ботинки. Потому что нет ничего дороже здоровья. Вы согласны? Здоровье превыше всего в нашей работе. Инвертор недоволен. Пищит. Ничего, сейчас заткнется. Все, инвертор заработал. Мультиварка подключена. Готова к готовке прямо в полевых условиях. Звук, надеюсь, хороший и все хорошо. Сейчас у нас будет место такое не очень удобоваримое, потому что нам надо будет спускаться вниз задом. Зимой оттуда без цепей вообще не выехать никак. То есть автоматом, если приехал на эту фабрику, надеваешь цепи, и тогда залог успеха, что ты сможешь выкарабкаться. Вот. И с экери-прицепом тоже немножко засада, потому что он очень-очень низкий. Надо будет, наверное, поднять немножко подушки. Смотрим. Вот нам туда спускаться надо будет. Вот туда. Поэтому мы делаем вот так. Заезжаем на улочку. Аварийки. И поехали за отцом. Ну, что делать? Вариантов особо нету. Так, вроде помещаемся. Вроде мы сползаем. Так, теперь главное не зафигачить палетники на прицепе. Поэтому сразу немножко лучше поднимемся. Бум-бум. Бум-бум. Все. Дедлайн. Назад дороги нету. Выравниваемся. Так, ну пойдем смотреть, что получилось. Ну как вы думаете, зимой здесь не сладко? Зимой здесь не сладко. Главное, все на позитиве. Чайки уже ждут подачек. Я думаю, можно будет еще подъехать поближе. Без всяких проблем. Берем перчатки, начинаем грузить. В общем, вручную, что могли, мы загрузили. Дальше уже в ход идет погрузчик. Главное не забудь поднять подушки перед загрузкой, опустить перед загрузкой. Потому что иначе задолбаетесь их толкать. Короче, жопу прицепа поднять максимально высоко. Вот.
30 штук запихиваете, остальное добивает погрузчик. Так у нас 33 палета. Капец, я запыхался вообще просто. Форма моя оставляет желать лучшего. Ужас полный. Так, надо подушки спустить, а то сейчас начнут трещать. Фух. Караул вообще, во что я превратился. Так, аккуратненько. Есть. Время 3 часа дня, так что сейчас логисту напишем, что какие планы, бумаги напишем и поедем. Так, поставили чаек. Мы на таможне. Идем оформляться. 15 минут заодно открутим. Сейчас оформимся быстренько. Рыба-экспресс. Рассусоливать некогда. Все надо делать быстро-быстро. Ну, прям не так, что быстро-быстро, но вот она, таможенка. Махонькая такая. Там Норвегия. Там Финляндия. Все просто. Заодно глянем холодильничек. Так, все хорошо тут. В общем, пошли оформляться. Быстрее оформимся, быстрее чаек сварганим. Все, документы у нас здесь. Все, оформление заняло 3 минуты. Чаек у нас тут. Ну, а я поехал дальше, и 4 минутки осталось, и выйду на связь вечерком. И что еще? А, план. План у нас очень простой. Очень простой. Едем сегодня 9-ку, отдыхаем 9-ку, и завтра доезжаем до Тёре в Швеции, отдаем прицеп и ждем дальнейших ЦУ. До встречи завтра. Точнее, нет, вру, еще сегодня. Так, всем вечер добрый. Встали мы возле Санта-парка. Вот он там. Санта-парк в Раваньеме. Будем делать 9-очку. Вот, 9-очку будем делать. 2 минутки уже стоим. Сказать честно, я устал. Непривычно что-то в этих гонках участвовать. Надо привыкать. Сейчас, наверное, быстренько запущу дрончика, что-нибудь приготовлю, да спать. И так, о чем мы там разговаривали-то? На завтра. Раскрытие темы оставим на завтра. Тема зарплат, деклараций и средняя минимальная зарплата по стране, где ты осуществляешь перевозки. Поговорим об этом завтра. А сейчас, ребята, спокойной ночи. За бортом 6 градусов. Час ночи и светло, как днем. До завтра. Ну, всем доброе утро, добрый день. Прицеп мы отцепили. Прицепа у нас нету теперь. И отправили водителей ехать до Худиксвалла. А сами остаемся в Тёре. Пойдем сейчас в домик. Мыться, бриться, стираться, приводить себя в порядок. Могу, кстати, показать, что у нас тут за перекидная база, как это все выглядит. Коротко. О пакете мобильности, о новом вот этом вот
короче, декларациях вот этих. Средняя зарплата, там минимальная, или, короче, вот этот бред. Теперь каждая фирма, если осуществляет внутренние перевозки на территории ЕС или, так сказать, кросс-трейдовые между странами-членами ЕС, погрузки-выгрузки там осуществляет, она должна якобы начислять там минимальную зарплату по этой стране. Для этого они создали систему, где надо водителя декларировать, поэтому мы вводим каждый раз теперь страну в Тахо, когда пересекаем границу, короче, бла-бла-бла. Я думаю, вы знаете. Суть в том, что проект сырой, отношения между налоговыми, я думаю, еще не налажены. Как это все детально проверяется, неизвестно. Проверять будут через фирмы. Как поднимать эти логи файлов, как это все хранить, как это все потом восстанавливать, если вдруг запрос придет на проверку, когда вы где катались и зачислили ли вы за это время деньги. Система оплаты, насколько я знаю, везде в мире одинаковая, даже если почасовая, у тебя норма часов в месяц, вот ты выработал или нет. Как это выглядеть будет, никто не знает на самом деле. Мое мнение, которое вы можете не учитывать, и в принципе вообще не забивать себе этим голову, это не ваше дело, что это все просто попытка еще раз срубить бабла. Как это все будет выглядеть, не знаю. В нашем случае это нас, по сути, вообще не касается. Вот я загрузился в Норвегии, приехал в Данию, выгрузился, загрузился в Данию и уехал от нее. Все, я внутренних перевозок не делал. Вот, и поехал оттуда в Норвегию. 100% в Норвегию я поеду оттуда. А Норвегия к этому не относится никаким боком. Поэтому, в принципе, и требования это не распространяется. Если вы что-то знаете, пишите, буду рад. А пока пойдем в домик. Сейчас надо будет постираться, помыться, приготовить поесть что-нибудь. Домик здесь вполне цивильный. Все цивильно. Второй этаж еще там есть. Тут комнаты дополнительных водителей. Раз, два. И здесь, собственно, гостиная. Тут тоже еще можно разместиться. Телевизор. Мое любимое место на диванчике на этом валяться, отдыхать. Там вот камера висит, так как благодаря многим товарищам, которые здесь то ли новенькие, то ли приходящие, уходящие, в общем, проводили активное время, и из-за этого поставили камеру, чтобы знать, кто же все-таки виноват. Вот. Парковаться теперь надо пешком сюда идти, так как, опять же, благодаря нашим новым работникам, или я не знаю, или как вообще, или почему. Раньше вот здесь вот сразу был, вот здесь сразу за деревьями площадка, можно было стоять. Теперь нельзя. Теперь нельзя. В общем, друзья мои, буду отдыхать. Пишите еще в комментарии, что вам было бы интересно обсудить. Пакет мобильности. Про пакет мобильности, я думаю, поговорили. Про декларацию зарплаты поговорили. Судя по тому, что вы уже написали, суть не поменялась и, в принципе, не поменяется. Да, посуточная будет немножечко расти зарплата, но в остальном не забывайте, что суточные разделяются на зарплату и командировочные. И суть Евросоюза в том, чтобы вот эта вот самая зарплата была минимальной. А это уже дело налоговой. Вот так. Все. Подождите, затравка. Следующая тема. Ввод страны в тахограф при пересечении границы. И у вас уже стоят новые тахографы? Или вы вынуждены прям останавливаться, искать это государство, в которое въехали, и вбивать его как начало? И вынуждены ли вы останавливаться на границе, и вообще заставляют ли вас это делать, и как это вообще происходит? Было бы интересно узнать. Потому что пока я сидел у себя там в Таллине в офисе, сделал небольшие подсчеты по расходу топлива. Просто каждый старт-стоп, грубо говоря, плюс литр топлива. Предположим, в день, вот только я пересекаю как минимум 2 границы. Ну, вот. Простая математика с нынешними ценами на топливо. Может, это, конечно, незначительно, но все же. Как у вас это происходит? Пишите. И пока.